Привет, друзья! Когда политическая реальность меняется стремительно, особенно важно разобраться, а что на самом деле стоит за громкими заголовками и официальными решениями. Сейчас это официально. Альтернатива для Германии может законно называться крайне правой партией. Это решение давно назревало, ведь речь идет о политической силе, которая, по мнению Федерального ведомства по охране Конституции, систематически подрывает основы демократии. Как сообщает ведомство, если кто-то, называющий себя демократом, закрывает глаза на попытки разрушения конституционного порядка с помощью недемократических методов, то он действует, по сути, максимально саморазрушительно. Именно поэтому в обществе все громче звучат призывы к запуску процедуры запрета партии «Альтернатива для Германии» АФД как необходимого шага по защите демократических институтов. С момента своего появления на политической арене «Альтернатива для Германии» внесла в парламентскую культуру Германии резкий, агрессивный стиль общения. Партия АДГ не просто выражает политические взгляды, она ведет систематическую конфронтацию. Один из ярких примеров – это выступление депутата Бундестага от «Альтернативы для Германии» Штефана Бранднера. Во время торжественного заседания, посвященного началу новой сессии парламента, он использовал эту важную государственную трибуну не для конструктивной работы, а чтобы привлечь к себе внимание неоднозначными высказываниями. В частности, он оскорбительно обзывал социал-демократов, используя термин, который многие восприняли как унижительный и неприемлемый для официальной риторики. Для «Альтернативы для Германии» АДГ политические оппоненты – это не просто конкуренты. Партия выставляет образ врага, против которого нужно бороться, не гнушаясь ничем. Она активно сеет вражду в отношении с беженцами, представителям так называемой воу-культуры и делает это повсеместно в любых доступных форматах. При этом партия «Альтернатива для Германии» не упускает ни одной возможности, чтобы подвергнуть насмешкам и унижению как традиционные средства массовой информации, так и государственные институты. Как сообщает ведомство по защите Конституции в своем отчете, «Альтернатива для Германии» АДГ последовательно и методично углубляет поляризацию в обществе, а затем заявляет, будто виной всему другие политические силы. И все это происходит публично, как будто по отработанному сценарию сначала звучат провокации, нападки и провозглашаются скандальные тезисы, а затем, как правило, кто-то из руководства партии делает заявление о необходимости умеренности или внутреннего расследования. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Нэнси Фейзер приводит пример, как совсем недавно лидер «Альтернативы для Германии» Тина Хрупала попытался сгладить острые углы, заявив, цитата, «Мы также обсудили это учредительное заседание внутри партии. Я думаю, в будущем с нашей стороны будет иной, более сдержанный тон на парламентском уровне». Фейзер говорит, что это пустые заявления, это общие фразы, всего лишь попытка сохранить видимость благоразумия, в то время как за ними скрывается все тот же волк в овечьей шкуре. Партия якобы стремится к тому, чтобы восприниматься как нормальная, умеренная политическая сила, способная вступить в союз с христианско-демократическим союзом. Однако реальность говорит об обратном. «Альтернатива для Германии» продолжает усиливать свои крайние позиции, и самое тревожное – это происходит при полном одобрении руководства. Алис Вайдель, одна из центральных фигур партии, не просто терпимо относится к крайне правым элементам в рядах «Альтернативы для Германии». Она, наоборот, защищает их, поддерживает, а зачастую и полностью солидарна с ними. В итоге становится очевидным, что и сама она часть этой системы. Министр внутренних дел Нэнси Фейзер сказала, что факты говорят сами за себя. «Альтернатива для Германии» – это партия, которая давно заняла место на крайне правом фланге. И делает это не скрывая, это не новая тенденция. Подобное поведение наблюдается уже много лет. Поэтому недавнее решение Федерального ведомства по охране Конституции официально признать всю партию доказано крайне правой стало логичным итогом многолетнего наблюдения. Этот шаг был назревшим, и для большинства он не стал сюрпризом, подытожила Фейзер. Показательные примеры подобной риторики можно найти и в высказываниях ключевых фигур партии. Бьерн Хёке или даже сама Алис Вайдель, которая в своих речах позволяла себе высказывания в сторону беженцев. Все эти формулировки стали нарицательными и символизируют идеологическое направление, в котором движется партия. Именно поэтому решение ведомства по охране Конституции стало важной вехой в политическом дискурсе Германии. Однако на фоне значительных успехов АДГ на выборах не только на Востоке, где ее традиционно поддерживают, но все чаще на западе страны вопрос о том, как взаимодействовать с этой партией, встал особенно остро. Теперь идея о запрете «Альтернативы для Германии» стремительно распространяется по всей стране.
Все чаще раздаются голоса, требующие решительных действий, однако сразу же звучат и возражения: запрет партии может только усилить ее образ жертвы системы, привести ее сторонников в ярость, сделать ее еще привлекательнее для тех, кто уже давно разочарован в традиционных партиях. Кроме того, подчеркивается, что подобная мера будет лишь борьбой с симптомами, а не с коренными причинами, ведь взгляды людей, особенно на Востоке, от этого не изменятся. Старые политические силы задаются вопросом: что же тогда? Ничего не делать? Альтернативой для Германии АфД уже много лет активно использует стратегию, с одной стороны демонстрирует себя как гонимую и несправедливо обвиняемую политическую силу, с другой стороны не стесняется использовать весь государственный правовой аппарат, чтобы подавать иски, оспаривать решения и инициировать судебные процессы, когда что-то идет не по ее сценарию. Решение Федерального ведомства по охране Конституции она стремится дискредитировать, представляя его как якобы заговор со стороны так называемых картельных партий. Таким образом, все говорит о том, что должны найти силы, и партия действительно должна быть запрещена. Но сегодня одного лишь запрета уже недостаточно, и это связано не только с самой альтернативой для Германии, но и с позицией Христианско-демократического союза, а конкретно с будущим канцлером Фридрихом Мерцем. Именно он нарушил свое громкое обещание о огненной стене между его партией и альтернативой для Германии. Он голосовал вместе с альтернативой для Германии АфД в Бундестаге, несмотря на то, что уже тогда было всем ясно, кто входит в эту партию и какие взгляды они исповедуют. Даже если альтернатива для Германии АфД будет запрещена, ее миллионы сторонников в Германии не исчезнут. С этим фактом придется как-то работать, но вызывает сомнение, поняли ли это в полной мере ХДС, ХСС и СДПГ. Ведь там, где не хватает социальной поддержки, доступа к образованию и интеграции, образуется пустота, которую альтернатива для Германии АДГ умеет заполнять своими посылами. Очевидно, и это подтверждают многочисленные опросы, враждебные к людям и авторитарные позиции уже давно перестали быть исключительно чертой самих членов альтернативы для Германии. Эти идеи все чаще встречаются и за пределами альтернативы для Германии. Если сам демократ позволяет размывать конституционные основы антидемократическими методами, он сам действует разрушительно и против себя. И если, как утверждает будущий глава ХДС-ХСС Йенс Шпан, с альтернативой для Германии следует обращаться так же, как с любой другой оппозиционной партией, то это выглядит как попытка сохранить государственный облик, который на деле может разрушить саму государственность. Нельзя здесь забывать, что главная цель альтернативы для Германии – разрушить Христианско-демократический союз. И если ХДС продолжит игнорировать эту реальность, если она будет в лице Фридриха Мерца заигрывать с альтернативой для Германии или насмехаться над сторонниками ее запрета, то этим она роет себе политическую яму. Действительно, как заявляют эксперты, запрет политической партии – это жесткая мера, особенно если речь идет о партии, которая поддержит миллионы избирателей. Однако эксперты также предупреждают, что демократия должна уметь защищаться. И если есть политики, которые осознанно стремятся уничтожить свободный демократический строй и заменить его авторитарной системой, то им нужно поставить четкий барьер. И здесь остается открытым важный вопрос: приведет ли решение Федерального ведомства по охране Конституции к тому, что миллионы, кто голосует за альтернативу для Германии АДГ или собирается это сделать в дальнейшем, задумается и пересмотрит свой выбор. Учитывая множество нарушенных табу в прошлом, оснований для оптимизма немного. Признание альтернативы для Германии АДГ как гарантированно крайней правой организацией – это очередной тревожный сигнал для Германии. А теперь давайте обсудим, станет ли это решение шагом к защите демократии или наоборот только усилить протестные настроения в Германии. Подписывайтесь и спасибо каждому из вас за просмотр.